Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами простыми и очень вкусными рецептами из кабачков. Предлагаю приготовить великолепный пирог с кабачками и творогом. Это очень нежная творожная запеканка с кабачками. Она нравится всем. Для рецепта мне понадобится Если кабачки или цукини молодые, их не надо очищать от кожицы. Натру цукини на терке мандолине. Я режу цукини вот такими тонкими кусочками. Если у вас нет такой терки, можно воспользоваться овощечисткой, просто нарезать тонкими полосками. Добавляю немного соли, перемешаю. И оставлю цукини постоять, чтобы они пустили сок. Приготовим тесто. В миску разбиваю яйца. Добавляю творог, сметану, растительное масло, все специи и соль. Соли я добавляю сейчас пол чайной ложки, так как я добавляла соль в цукини. И также немного черного перца. Хорошо перемешиваю миксером. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Подбираю все со стенок миски, чтобы не было промеса. Благодаря куркуме тесто получается такое красивое, желтенькое. Всыпаю сыр чеддер, перемешиваю. Посмотрите сейчас, какое по консистенции получается тесто. Как густая сметана. Мелко порежу укроп. Добавляю его в тесто. На мелкой терке натру чеснок. Цукини постояли и пустили сок. И посмотрите, они стали мягче. Сейчас я их отжимаю. Я убираю этот лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком влажным. Немного цукини я оставила, чтобы украсить сверху пирог. Посмотрите, как много здесь осталось жидкости в миске. Хорошо все перемешиваю. Получается очень красивое ароматное тесто. Выпекать запеканку я буду вот в такой квадратной форме. 20 на 20 сантиметров. Я ее выстелила пергаментной бумагой, причем нарастила бока, чтобы удобнее было доставать пирог из формы. Пергаментную бумагу слегка смажу растительным маслом. Отправляю тесто в форму. Разравниваю его. И теперь из оставшихся цукини я выложу вот такие небольшие цветочки. Просто их вот таким образом утапливаю в тесто. Конечно, все эти украшения делайте по вашему вкусу. Можно их вообще не делать. Самое главное, хорошо отжимайте, чтобы не было лишней влаги. По желанию пирог можно еще присыпать сверху черным кунжутом. Пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Запеканку я достала из духовки. Посмотрите, как она красиво подрумянилась, и сверху вот эти цветочки смотрятся очень симпатично. Обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Сейчас запеканку я оставляю остывать прямо в форме до комнатной температуры. Пирог получается очень красивый, такой нежный, мягкий. И, конечно, он будет вкусный и холодный, и еще теплый. Также предлагаю приготовить нежные оладьи из кабачков. Это очень просто и вкусно. Для рецепта мне понадобится сразу для оладьев я подготовлю соус. Здесь у меня 150 граммов кефира, можно использовать густой йогурт.
Немного укропа, мелко его порежу. И зубчик чеснока. Натру его на мелкой терке. Вместо кефира можно использовать сметану либо майонез. Добавляю немного черного перца и соль. Добавляю все по вкусу. Перемешиваю. И мой соус готов. Подготовлю тесто. На мелкой терке натру тыкву. Если вы не очень любите тыкву, можно ее заменить таким же количеством кабачков. Также на мелкой терке натру одну небольшую луковицу. Если хотите, вместо репчатого лука можно добавить в тесто немного зеленого лука. Теперь на крупной терке натру кабачки. У меня цукини. Здесь у нас во Вьетнаме вообще не продаются кабачки, но цукини это фактически то же самое, что и кабачок. Кожицу я не очищаю. На мелкой терке натру зубчик чеснока. И порежу небольшой пучок укропа. Добавляю яйца. Я использую яйца среднего размера. Добавляю черный перец. Хорошо все перемешиваю. И хочу обратить ваше внимание, что сейчас эту массу я не солю, чтобы кабачки и тыква не пустили сок. Солить буду в последнюю минуту, уже фактически перед тем, как начну обжаривать оладьи. У меня на канале уже есть рецепт оладьи из кабачков. Именно там я готовлю, отжимая сок из кабачков. Там получаются такие оладушки, больше похожие на котлетки. Я обязательно оставлю ссылку на этот рецепт под видео в описании. Теперь в эту кабачково-тыквенную массу я всыпаю муку. Муки может понадобиться больше или меньше, в зависимости от того, насколько сочные кабачки. Я добавляю примерно 4-5 столовых ложек муки. Как видите, тесто получается вот такое, достаточно плотное, именно благодаря тому, что не добавляли соль, и кабачки и тыква не пустили влагу. Ставлю разогреваться сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла. И сейчас непосредственно перед тем, как начинать печь оладьи, я солю тесто. И перемешиваю. Мне удобно выкладывать тесто при помощи 2 ложек. Обжариваю оладьи на среднем огне до красивого золотистого цвета с 2 сторон. Примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Оладьи я делаю небольшого размера, поэтому обжариваются они очень быстро. Первая партия оладьев у меня уже готова. И я их снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. Аромат стоит просто потрясающий. Выкладываю на сковородку следующую партию оладушек. Если тесто, пока оно стояло, стало более жидким, кабачки пустили сок, можно добавить еще немного муки. В этом нет ничего страшного. Оладьи из кабачка я подаю с соусом на основе кефира. Можно также подавать их со сметаной. И еще один чудесный рецепт из кабачков. Это маринованные кабачки по-корейски. Вкуснейший салат. И для рецепта мне понадобится подготовлю цукини. Цукини можно нарезать разными способами. Если у вас такие цукини, как у меня, можно их порезать просто вот такими круглыми шайбочками. Если цукини достаточно крупные, можно разрезать пополам, то есть сделать такие полукольца. Цукини у меня молоденькие, поэтому я их не очищаю от кожицы. Этот цукини у меня более такой крупный, поэтому я его разрежу пополам. Цукини я солю, хорошо перемешиваю, оставляю цукини так постоять примерно минут 15-20, а пока подготовлю все остальные ингредиенты. Болгарский перец я режу соломкой. Обязательно удаляем все перегородки. Режу зеленый лук.
достаточно такими длинными кусочками. Мелко порежу чеснок. Чеснок я разрезаю и раздавлю. И мелко режу. Отправляю чеснок в миску. Также мелко порежу перец чили. Перец добавляю также в миску. И при помощи терки для корейской моркови натру морковь. Конечно, если у вас нет такой терки, морковь можно просто тоненько порезать ножом. Приготовлю маринад. В миску отправляю 4 столовые ложки соевого соуса. Добавляю 3 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки кунжутного масла. Добавляю сахар. И хорошо все перемешиваю, чтобы сахар растворился. Кабачки у меня постояли и пустили достаточно много сока. Сейчас этот сок, конечно, надо слить. При желании можно кабачки промыть под водой, если вы чувствуете, что много соли в кабачках. Я люблю, когда эта закуска такая получается достаточно соленая. Мне так больше нравится, поэтому кабачки я промывать не буду, а просто через сито солью сок. Отправляю цукини в миску к овощам. Добавляю почти весь кунжут. Немного оставлю, чтобы присыпать закуску сверху. Выливаю маринад и хорошо все перемешиваю. И сейчас останется только подождать примерно 30-40 минут, чтобы цукини хорошо промариновались в этом маринаде и также все овощи. Конечно, я вам хочу сказать сразу, слюнки уже текут от этого аромата, от этого запаха. Какая эта закуска получается вкусная и очень быстро готовится. И чем дольше постоит эта закуска, тем вкуснее она становится. Сверху закуску при желании присыпаем кунжутом. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.